Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб. Предлагаю сегодня связать очень интересный жилет. Мы с вами разбирали, как вяжется узор основной. А сегодня я предлагаю таким узором красивым связать жилетик. Идея достаточно простая. Самая красивая часть здесь, конечно, планочка. Мы ее будем вязать. Предлагаю попробовать. У меня вот такие замечательные слонимские ниточки, 400 метров, 100 грамм, крючок 2,75, можно взять троечку. Схему увидела замечательный жилет на ресурсе «Страна мам». Схему нарисовала замечательная рукодельница. И хочу по этой схеме связать красивый асимметричный жилет. Но немножечко переделать начало, потому что я обычно люблю набирать любое вязание колечками. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель набираем. И в первую петельку столбик с одним накидом. Это у нас будет одно колечко. И таким образом 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом наша задача набрать столько колечек, чтобы при измерении получился ваш объем бедер. Вот такие колечки. 1, 2, 3, 4, 5. И в первую воздушную петельку столбик с одним накидом. Я вяжу слонимскую пряжу всегда в 4 сложения. Беру ниточку, 2 ниточки с центра и 2 ниточки сбоку. У меня получается 4 сложения. Набираем колечки по объему наших бедер. Провязали колечки. Причем колечек нужно связать так, чтобы еще немножко хватило на весь наш объем и с таким вот небольшим захватом. Вот так, захлестом. Вот. У нас будет красивая планочка, она будет захлестом идти. Переворачиваем наши колечки так, чтобы колечки были внизу, а мы будем вязать за столбики. Таким образом, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3. В следующее колечко вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 воздушные петельки, столбик без накида в колечко. И еще 1, 2, 3. Вот что у нас пока получилось. А что должно получиться? Давайте посмотрим по схеме. Провязали воздушные петельки, 5 столбиков, 2 воздушные петли. И теперь 1, 2, 3, 4, 5. Нужно провязать 5 колечек. Вот. Мы с вами провязали 3, 4, 5. 5 воздушных петель и в колечко столбик соединительный или столбик без накида. И таких колечек должно быть 5. Это у нас будет основной узор. 1, 2, 3, 4, 5. Основной узор для планки красивой. 1, 2, 3, 4, 5. А сам основной узор будет еще проще. 1. Так. Не торопимся. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Само колечко. Должно получиться 1, 2, 3, 4, 5. 5 провязали. Теперь 1, 2, 3 и 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 столбиков с одним накидом провязали. 1, 2,
3. Это вот смотрите, что мы сделали. Мы провязали наш основной узор, 5 столбиков, тут 2 воздушные петли и столбик без накида. То есть у нас здесь основной узор будет столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки. Так, 2 воздушные петли провязали, в центр соединили, 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Так, и продолжаем, значит, вязать весь основной узор первого ряда, просто 5, вот как здесь у нас нарисовано, 5 воздушных петелек. Это у нас будет первый ряд. Основной узор мы с вами распределили, 5 колечек и 5 столбиков. И теперь будем вязать просто колечки, вот такие вот арочки, 5 воздушных петель до самого конца, почти. 1, 2, 3, 4, 5, до самого конца. Довязываем вот наши все колечки, воздушные петли. И в самом конце, смотрите, что мы делаем. Провязали 3 воздушные петли. В предпоследнем колечке, в предпоследнем вяжем 5 столбиков с одним накидом. С одной стороны у нас будет планочка широкая, с другой стороны у нас будет планочка узкая, но тоже будет 3, 4, 5. 1, 2, 3 воздушные петли, соединительный столбик, 1, 2, 3 и столбик, или даже, наверное, в самое начало столбик с одним накидом. Вот так вот у нас должно быть в самом начале и в самом конце. Вспоминаем, как у нас было вот такое вязание. Теперь начинаю вязание самого узорчика, да? В центр, вот там, где у нас соединительный столбик был, мы будем вязать таким образом: 1, 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 2 воздушные петли, и еще у нас в самом начале и в самом конце будет вот такой пышный столбик, между ними 2 воздушные петли и пышный столбик. Можно даже 3 сделать, да, столбика. Вот так вот. Это мы с вами провязываем. Вот такое начало. Пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. 3 воздушные петельки мы провязываем над столбиками. И еще 2 пышных столбика. 5 воздушных петелечек. Это будет потом, пока провязываем. Провязали пышный столбик, присоединились с соединительным столбиком и провязываем 1, 2, 3. Соединительный столбик у нас здесь идет, и пышный столбик вот там, где у нас был соединительный. 1, 2, 1, 2, и еще 1, 2, и ровно по центру арочки соединительный столбик. Вот такая у нас будет планочка красивая. Теперь весь остальной узор у нас будет такого плана. Присоединились, и теперь мы вяжем основной узор до планки, а там, где будет планочка, будет немножко по-другому. А пока у нас основной узор будет такого плана. Вяжем столбик с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом,
Присоединяемся в центр воздушной арочки. И опять вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. Присоединяемся в центр арочки. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. Центр воздушной арочки. По узору, по схеме это выглядит таким образом. Мы присоединились. Столбик, 3 воздушные петли. Присоединились, столбик. Опять столбик, 3 воздушные петли, столбик. Основной узор у нас будет вот такого плана. В одном ряду мы будем вязать просто воздушные петли, а во втором столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик. Что мы с вами сделали? В прошлом, в первом ряду мы с вами вязали просто воздушные арочки, а сейчас мы с вами вяжем столбики с одним накидом. Столбики с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. И по центру арочки присоединяемся. И получаем вот такой узорчик, как бы галочка и воздушная арочка. Получается вот такой достаточно симпатичный, хотя и простой основной узор. Мы подходим ко второй планочке, к большой. Провязали 5 воздушных петелечек. Вот. Мы должны провязать вот сюда 2 пышных столбика. 2 пышных столбика. 1 и 2 пышный столбик. Так, еще разочек. Ниточка слоится, бывает. 1 и 2. Провязали 2 воздушные петли. И еще по схеме там нарисовано 3, но чтобы слишком много ниточек узор не брал, решила сэкономить. Вот. Пышный столбик провязали. 1, 2, 3. И вот я думаю, может быть, все-таки 4 сделать. Чуть больше, чем по схеме. А то прям слишком зажато. Столбик без накида. Еще у нас пышный столбик идет. 1 и 2. 2 воздушные петли. Пышный столбик 1, 2, и мы за воздушную арочку, за центр, так, присоединяемся. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель провязали, за арочку присоединились, а в центральную арочку нам нужно провязать 5 столбиков с одним накидом. 1, это у нас будет такой центральный узор в планке. 2, 3, 4, 5. 5. Присоединяемся к арочке. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся. И нам нужно провязать пышный столбик 1, 2. 2 воздушные. Еще 1, 2. Присоединиться. 1, 2, 3, 4. Присоединяемся. И еще 2 пышных столбика. 1 в самом начале у нас с вами 2 воздушные. И вот здесь еще. И вот здесь вот еще нам нужно провязать пышный столбик.
Раз, два. И присоединиться в самое начало. Вот. Присоединились. Вот такой у нас узор получился нашей планочки. Вот он идет. Узор планки. Идем в обратную сторону. Как я думаю, вот мы сейчас сюда присоединяемся. Провязываем. Раз, два, три, 4, 5. В центр сделаем. Так. В центр сделаем. Идет узор, конечно, повтором. Раз, два, три. И теперь узор воздушные пышные столбики, просто столбики и пышные столбики мы будем все время вязать одинаково в самом начале и в самом конце. За арочку вяжем просто 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. Там, где пышные столбики, за центр столбик без накида. Раз, два, три. Вот. То есть в самом начале, в самом конце у нас будет все время одинаково, так как мы вязали в первом ряду. Воздушная арочка, арочка, арочка. Вот. А узор. То есть мы вяжем пышные столбики одинаково, просто столбики, пышные столбики. Все время одинаково. А узор мы немножечко меняем. Мы сейчас с вами провязали. И теперь все 5 столбиков, которые у нас есть, мы также вяжем, но только с одной воздушной петлей. И опять наша планочка. Так, раз, два, три, 4, 5 провязали. И за те столбики, которые у нас уже есть, воздушная петелька, вяжем 5 столбиков с воздушной петлей между ними. Воздушная петля за, вот у нас как получается, за арочку, которая у нас есть, столбик без накида вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. И столбики. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. Там, где пышные столбики по центру, столбик без накида. Раз, 3, 4, 5. Основной узор в этом ряду у нас будет просто воздушные арочки. В следующем ряду воздушные арочки мы вяжем, как и вязали. Вспоминаем. Столбик, 3 воздушные петли, столбик. В первом ряду воздушные арочки, во втором столбик, 3 воздушные петли и столбик. Вот, то есть узор легко запомнить. Точно так же и пышные столбики. В одном ряду у нас воздушные петли, а во втором пышные столбики по центру. Вот сюда. Узор планочку мы еще продолжим. Пока вяжем воздушные петли до самого-самого конца по всему нашему периметру. И потом наша задача провязать в конце планочку. Довязываем в обратную сторону наши воздушные петли. И там, где пышные столбики, у нас тоже идут воздушные петельки. Раз, два, три, 4, 5. В центр. Раз, два, три. А там, где столбики, вяжутся столбики. Тут мы ничего не меняем. 1,
2, 3, 4, 5. Столбики вяжутся все время одинаково. 1, 2, 3 в центр. 1, 2, 3 и в самое начало столбик без накида. Идем в обратную сторону. Воздушную петельку разворачиваем и в центр вяжем 1, 2, 1, 2, 1, 2 и 2. Просто тут смотрите, можно вот прям вот связать в столбик без накида, а можно пышные столбики, я имею в виду пышные столбики, а можно вязать вот не замечая столбика без накида, вот так вот. Попробуйте, как вам нравится больше. Как вы считаете для себя более удобно? Вот так можно, да? И мы с вами присоединяемся вот сюда. И провязываем 1, 2, 3. Я предлагаю 4. На схеме 3, а я предлагаю 4 воздушные петельки, чтобы немножечко не было вот такой зажатости. Вот. И опять в обратную сторону мы вяжем с вами планку из пышных столбиков, из 2 пышные столбики. 2 воздушные петли ровно по центру. Мне кажется, так симпатичнее. А вы как считаете? Вот. И теперь идет наш основной узор. Помните, да, какой у нас? У нас идет столбик. 1, 2, 3 столбик. Присоединились. И опять столбик. 1, 2, 3 и столбик. Присоединились. Вот наш основной узор. Вяжем до следующей планочки. Доходим до большой нашей планочки. Не забываем, что у нас пышные столбики идут. Пышный столбик из 2. 2 воздушные петли. Еще 1, 2. Присоединяемся. 1, 2, 3, 4. Еще пышный столбик. 1, 2. 2 воздушные петельки. И небольшие изменения в самом центральном узоре у нас будут. Вот. Присоединились, провязали 1 воздушную петельку. И вот наш столбик. В наш первый столбик наша задача провязать пышный столбик. На узоре из 5 я предлагаю из 3. Опять в целях экономии ниток. Пышные столбики много ниточек берут. Вот. Из 3. Если покажется мало, ну, можно добавить 4, допустим, да? 4. Из 4 столбиков. Пышные провязали. 1, 2, 3 воздушные петельки в арочку. 1, 2, 3. Арочка. 1, 2, 3. 3 у нас арочки должно получиться. 1, 2, 3 в узоре. 1, 2, 3. И еще один пышный столбик. Это что касается центра нашего узора. 1, 2, 3,
4. Вот. Пышный столбик, 3 арочки. Планочка. 1, 2, 1, 1, 1. Одна воздушная петелька. Присоединяемся в центр. И тут же вяжем пышный столбик. Раз, два. Ну, пышные столбики мы с вами уже умеем вязать. Мы их уже вязали. Наша задача сконцентрироваться на провязывании центрального узора. Вот. Он у нас будет такого плана. Планочку связали. По центру пышный столбик, 3 арочки. В следующем рядочке у нас уже будет 3 воздушные петли, 3 воздушные петли, пышный столбик и 1 арочка. То есть мы делаем сужение. И потом прям совсем близко 2 пышных столбика. И просто идет, как в самом начале, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных арочек. А пока довязываем нашу планку. Пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Пышный столбик. 1, 2, 2 воздушные. Так. 1, 2. Присоединить и провязать. 1, 2, 4, 5. Помните, да? 1, 2, 3 и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 в центр. 1, 2, 3. Вот такая планочка неизменная у нас должна получиться. Она получается достаточно красиво. 5 столбиков провязали, 3 воздушные петли и еще 3 воздушные петли. Теперь у нас пышные столбики мы оставляем вот за эту воздушную арочку, самую первую, столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3. Последовательно все наши арочки провязываем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот. У нас должно получиться в основном узоре 1, 2, 3, 4 планочки и еще по бокам. 4 воздушные арочки и по бокам. Дальше вяжем узор. Вяжем узор столбики, а основной узор просто воздушные петельки. То, что мы с вами только что сделали. Легко узор запомнить. Воздушные петельки, они идут весело. Довязываем наш узорчик. Пышные столбики, просто столбики. Пышный столбик довязываем. Второй. Присоединяем в арочку. 1, 2, 3 воздушные петли. И вот смотрите, куда мы вяжем пышный столбик. Вот у нас есть один столбик без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4. Провязали. 1, 2, 3 воздушные петельки. Арочку. Вот у нас арочка есть. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. И в столбик, вот у нас столбик без накида, провязываем второй пышный столбик. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. И пышный столбик из 2 уже. Вот так вот у нас должен складываться узор по центру нашей планочки. В следующем ряду наша задача провязать просто воздушные петли. Просто воздушные петли. Один, 4. Раз, 2, 2, 1, 2. Раз, 2, 3, 5. Разворачиваемся. 1, 2, 3. Столбики. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Смотрим, да? 5 воздушных петель перед пышным столбиком, столбик без накида. Раз, 2, 3. Арочка. Раз, 2, 3. Арочка. 1, 2, 3. То есть мы все время вяжем столбик без накида за воздушную арочку. 1, 2, 3. У нас получается 4 маленьких арочки. Раз, 2, 3, 4. И 2 больших. 1, 2, 3, 4, 5. Наш основной красивый узор. Планочки вязать мы с вами умеем. Провязали основную часть, нашу маленькую планочку, да? 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, арочку, столбик без накида, 1 воздушная петелька, и теперь вот у нас в центре 2 маленьких арочки, и мы вяжем за них пышные столбики. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3. Между столбик без накида. Раз, 2, 3. И за следующую арочку. Раз, 2, 3, 4. Вот. То есть 2 пышных столбика совсем рядышком. Раз, 2, 3 за арочку. И 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И пышные столбики. То есть тут уже все мы знаем и умеем. Вот. И наш центральный узор уже готов. Провязали нашу планочку. Поворачиваем обратную сторону. Все вяжем, как мы с вами вязали. И теперь задача над узором провязать 1, 2, 3, 4, 5 воздушных арочек. Именно 5. Для того, чтобы в следующем ряду начать новый узор. Вот он у нас. Мы с вами провязали, оставляли 5 воздушных арочек. И потом начинали вязать столбики с одним накидом, столбики с одним накидом, воздушная петля. И наши красивые пышные столбики. Для этого у нас должно получиться именно 5 ажурных воздушных арочек. Вот. По схеме это выглядит так. Вот они у нас с вами. 1, 2, 3, 4, 5. Узор провязали.
Раз, два, три, четыре, пять. И опять начинается узор. Как вязать узор, смотрим с самого начала. Продолжая вязание большой планочки и маленькой основного узора до проймы примерно 40 сантиметров. Я провязала нашу красоту 40 сантиметров. И теперь нужно разделить, там где у нас пройма, разложили ровное полотно, там где пройма, 3 узорчика вязать не будем, это оставляем. Теперь нужно вязать отдельно первую полочку, вторую полочку и спинку отдельно. Вот, маркеры у нас стоят. Лучше всего начинать вязание со спинки. И смотрите, планочку, как можно видеть на узоре, на кофточке, я распределила не по центру, а немножечко скосила. Вот, то есть я сделала одну сторону жилета уже, потому что у нас такая будет асимметрия красивая, не как всегда по центру, а вот именно так. И вторую полочку сделала побольше. Вот у меня вот будет вторая полочка. Вот как я предлагаю вязать. Во-первых, завершать вязание, да. Здесь у нас все будет очень просто. Я предлагаю... Ниточка у меня расслоилась. Вот у меня маркер стоит. Там, где стоит маркер, мне нужно завершить вязание. Его беру, чтобы было видно. Вот, провязали по узору 5 воздушных петель, и мы заканчиваем вязание. Раз, два, три. И по центру столбик с одним накидом. Вот. Вот такой завершающий у нас будет шажочек. Маркер ставим на место и поворачиваем в обратную сторону. Смотрите, воздушную петельку провязали, разворачиваем и вяжем спинку по отдельности. Я предлагаю первый узор и последний провязать вот такой планочкой, пышным столбиком, как мы с вами вязали. У нас сразу будет красивая обвязка проймы, такой как завершающий штрих. Уже не нужно будет обвязывать, будет так же, как мы вот связали в самом начале и в самом конце, вот такой пышный столбик на пройме. Предлагаю связать так. Все остальное мы вяжем по узору, мы все это знаем, помним. Узор достаточно простой. Все так и вяжем. 1, 2, 3. Вот. А на пройме я предлагаю связать вот такой пышный столбик. Это будет сразу красиво. Вяжем, как правило, рукав 20 сантиметров. Отдельно спинку, отдельно полочку, короткую, полочку длинную. И потом нам нужно будет сшить плечи. Я провязала отдельно спинку, отдельно перед. На спинке перед завершением вот мы вяжем ровное полотно от проймы. И в самом завершении я взяла 2 рядочка, выделила, разделила спинку на 3 части. Раз, два, три. 2 плеча и горловина. И там, где горловина, я просто-напросто перестала вязать и связала отдельно на плечо 2 ряда и на второе плечо, чтобы вырез горловины был. Вот. Теперь спинка у нас связана. По отдельности мы вяжем, конечно же, правую, левую полочку. Но смотрите, на 4 узорчика спинка у меня длиннее. Это для хорошей посадки, для удобного ношения. Вот. Провязала свой красивый узор. Вот он у меня, планочка. Теперь, после того, как все связала, задача до планки, вот до планки соединить, то есть на изнаночной стороне сшить. Я всегда сшиваю очень просто столбиками с одним накидом. Вот мы на изнаночную сторону выворачиваем, на изнаночную сторону и провязываем все вместе. То есть с одной стороны подхватываем,
самый уголочек с другой стороны, подхватываем ниточку и соединяем. Теперь вы приложили все вместе вязание с двух сторон. Оно у нас должно быть одинаковое. Вот наши воздушные арочки. Провязываем столбик без накида с одной стороны, и с другой я подхватила и провязываю все наши совместные столбики. Вот арочка, арочку мы провязываем. Я провязываю 2 полустолбика, столбик без накида, столбик без накида. И так далее. Мы все довязываем, и у нас получается симпатичная основа для кофточки, для жилета, который мы с вами вязали с красивой планкой. А если вы решите продолжить узор на рукавах, то и кофточка будет. Так, таким образом провязываем, а шов получается вот он. Прогладим его, и все будет достаточно симпатично. Прошили плечи, одно плечико, второе. Вот. И получается такая симпатичная работа. Вот наша планочка, большая, маленькая. И в итоге основа жилета готова. Узор простенький, мы с вами его разобрали. Планочка вяжется по схеме. Тоже это все у нас есть. Вот. Все. В принципе, жилет готов. Расход на жилет у меня ушло 200, наверное, 200 грамм. Я еще хочу воротничок связать и обвязку рукава. Ну вот, чтобы еще ниточек, да, хватило. У меня всего 300 грамм, надеюсь, хватит. Вот. Но с другой стороны, смотрите, у нас рукава уже достаточно. Я вот сделала с самого края вот такие плотные столбики, которые очень хорошо смотрятся. То есть, может быть, обвязку и не нужно будет делать. Вот. А если вы хотите связать рукавчики, то просто-напросто по пройме, вот она у нас пройма, мы начинаем набирать узор. Воздушные петли, помните, 5 воздушных петель набрали по всему периметру, и потом начинаем вязать вот такой вот узорчик, который основной мы с вами вязали. Вот. По всему периметру 5 воздушных петель набрали и вяжем узор. Я думаю, это несложно совсем сделать. На этом видео мастер-класс у нас заканчивается. Связали основу, связали планочку красивую, и уже все здорово, все красиво. А на следующем видео мастер-классе, если есть желание посмотреть, я хочу связать воротничок ровно таким же узором, планочку и планочку. Вот. То смотрим следующее видео мастер-класс, где я обязательно покажу, как набирать узор и вязать воротничок для нашего красивого жилета. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на YouTube, Рутюб, Яндекс.Дзен, Telegram, и будем вязать красоту вместе. До новых встреч!